Всем привет! Что из себя представляет бюджетный автомобиль по мнению автолюбителей? Простой, безопасный и неприхотливый седан-хэтчбэк с самыми усредненными характеристиками, более или менее современной начинкой, относительно надежным агрегатом с хорошим ресурсом. Желательно, чтобы машина была с автоматической трансмиссией, все-таки не в каменном веке живем. А самое главное, конечно же, действительно бюджетная и доступная цена. В понимании нашего автогиганта в лице предприятия АвтоВАЗ, ранее упомянутое, это фантазии отечественных водителей. Ведь на этот счет у руководства автопредприятия сугубо свое, далеко от народного мнения. Недавно это в очередной раз подтвердилось. С конвейера начали сходить Весты без подушек безопасности в ободранной по максимуму комплектации. Черные штамповки, зеркала и дверные ручки также в черном цвете, отличающимся от цвета кузова. Пустые Весты выезжают с завода только в белом цвете. Перечислять все это добро можно долго. Ценник, естественно, наибюджетнейший – от 1 миллиона 460 тысяч рублей. Бюджетно, доступно, я бы так не сказал. Да еще и оснащение, мягко сказать, дубовое. Дискутировать на эту тему можно бесконечно долго, рассуждая о том, как на миллиарды, выделенные АвтоВАЗу денег, можно было сделать все, от пожизненного обеспечения всех работников предприятия пенсии до создания самых современных и технологичных производств, или закупки раз в несколько лет иномарок для бесплатной раздачи их гражданам России. Но такой цели, видимо, никогда перед ВАЗом не стояло. Напротив же, конкуренты могут себе позволить массово штамповать народные бюджетники дешевле, лучше и современнее, чем это делает АвтоВАЗ. Вот, например, популярная в том же Китае Hyundai Celesta, удлиненный Solaris, который нам хорошо известен, стоит в Поднебесной 1,2-1,4 миллионов рублей на наши деньги. Притом в машине есть все то, чего нет в самой упрощенной Весте, хотя машины из одного класса. Та же история со всеми китайцами, ввозимыми в нашу страну официально или серым путем. При пересечении границы ценник вырастает вдвое. Виновников искать не будем. Вы и так прекрасно знаете, что к чему и откуда ноги растут у повышенных сборов и пошлин на ввезенные в Россию иномарки. Однако даже при такой грабительской схеме остались все-таки на нашем рынке автомобили, цены на которые хоть и задрали, какой-то порог адекватности они не переступили. Иранцы, обещавшие еще давным-давно, несколько лет кряду, выйти на отечественный авторынок и завалить своими бюджетными машинами, наконец-то пожаловали к нам только в прошлом году. Да и то полностью официальным такое появление не назвать. Машины приехали параллельным импортом через одного из самых крупных дилеров. Судя по всему, такое решение было принято для того, чтобы распробовать рынок и узнать, будут ли пользоваться спросом их автомобили в России. И должен сказать, у них неплохо получилось. Иранцы молодцы, они сделали такие автомобили, которые даже после уплаты всех заградительных сборов и пошлин остались конкурентоспособными с лидером на нашем рынке АвтоВАЗом. Приехавшие в нашу страну Иран, Хорда, Дена и Тара были практически полностью распроданы отечественным покупателям. Особым спросом пользовался седан Тара, который, к слову, очень ждали на нашем рынке больше всего, и это неудивительно. А вы знали, что на Автоспот можно найти не только лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Иранские машины отлично подходят под все ранее упомянутые параметры бюджетного автомобиля. Смотрите сами. В основе машины лежит малолитражная французская платформа, на которой построен седан Peugeot 301. Отсюда взяты многие узлы и агрегаты, но с некоторыми отличиями. Иранцы упростили подвеску, установив сзади обычную балку. Изменению подвергся и передок. Тут поменяли стабилизатор, рычаги, изменили опоры двигателя. Под капотом без изысков. Самый обычный двигатель без турбин и прочих наворотов, с чугунным блоком и распределителем
распределительным впрыском, всего 113 лошадиных сил, и высоковатый расход для такого агрегата, средний показатель около 8,5 литров на сотню. Но при этом он довольно надежный, без капитального ремонта этот аналог французского Ту-5 пройдет без проблем 300 тысяч километров минимум. В отличие от отечественной Весты, здесь уже есть автомат, причем настоящий шестиступенчатый агрегат с гидротрансформатором, а не китайский вариатор, который только обещали начать ставить на Лады. Пускай у Iran Horda Tara простоватый дизайн кузова и салона, от которого прямо-таки веет 90-ми 2000-ми годами, начинка у него не самая простая, уж точно лучше минималки на Весте. Есть подогревы сидений, подушки безопасности, бесключевой доступ, старт-стоп, круиз, камера заднего вида. Бедным оснащение точно назвать не получится. Конечно, это не Android на колесах, как любят делать китайцы, но может оно и к лучшему. Чем меньше проблем и отказов по вездесущей электронике, тем надежнее машина. Самое главное здесь, конечно же, ценник. И да, он несомненно великоват, но в нынешних условиях, когда дешевле 2 миллионов рублей машину еще поискать придется, цену в 1,5 миллиона рублей за подобный автомобиль я считаю вполне приемлемой. Да, на их родине в Иране эта Iran Horda Tara стоит порядка 800 тысяч рублей в переводе с иранских реалов. Но самая засанкционированная страна мира умудрилась своими силами без импортных деталей начать делать такие автомобили, которые получаются такими же дешевыми, как Гранта в России. Хочется задать только один вопрос. Какие тогда проблемы у вас, руководители АвтоВАЗа? Неужели не выходит даже с многомиллиардными вливаниями сделать хоть что-то подобное, чтобы было еще и доступно? На данный момент практически все автомобили раскуплены. В продажу на всю страну осталось несколько Tara и Dena. Продаются эти автомобили с антикором под днищу, а еще у них есть гарантия на 2 года или 100 тысяч километров пробега. Что интересно, практически такие же машины, которые сейчас претерпели глубокий рестайлинг, отлично продавались в России в нулевых годах. Это были Samant. И они до сих пор колесят по нашим дорогам. После куда-то внезапно пропали. Хочется верить, что их повторное возвращение будет более успешным. Ветеранские машины оказались не так уж и плохи. Компания Lucky Currency еще в прошлом году заключила дистрибьюторские контракты с крупнейшими иранскими автопроизводителями. И в этом году стоит ждать официального выхода на рынок их автомобилей с официальной, опять же, заводской гарантией. Главное, чтобы с такой доступной ценовой политикой их с нашего рынка не погнал АвтоВАЗ. Тогда иранцы попросту слопают отечественного автогиганта в этом сегменте при достаточном количестве привозимых в страну машин. Никакая Веста на вариаторе за 2+ миллионов рублей не будет нужна. А как считаете вы, нужны ли нам иранские автомобили? Пишите в комментариях.